С весны 2020 года жизнь каждого из нас изменилась. Многие стали работать на дому, а кому-то пришлось сделать паузу и сменить место труда. Все это, конечно, стрессы и повлияло на качество сна. Раньше мне всегда удавалось находить компромиссы со сном, до недавнего времени. Будь то окончание вуза, а потом работа в офисе. И за последние 10 лет с момента начала регулярных тренировок я старался спать достаточно и держать режим сна. Особенно первые годы. В 2020 году, ближе к лету, я перешел из офиса на удаленку. Из плюсов работы дома я наконец-то больше времени стал уделять YouTube-каналу, и он вырос достаточно, чтобы уйти из основной работы. Для этого пришлось несколько месяцев работать как днем, так и по ночам. Работа и отдых все смешалось в одно целое. Дома очень часто просто не замечаешь границ и сидишь за компьютером с утра и далеко за полночь. Причем, переключаясь между соцсетями и работой, не всегда улавливаешь, когда стоит остановиться. Особенно в часов 12 ночи в плохую привычку превратилось зайти в Инстаграм или набирающий тогда популярность ТикТок всего лишь на 5 минуток. Но мозг уже не такой активный, и мы начинаем впитывать простой, расслабляющий контент, и вот мы уже на пороге 2 часов ночи. Режим дня стал просто бардачным. И через несколько недель, месяцев это стало сказываться. Организм сказал: стоп, парень, ты переборщил, я жму на тормоза. Раздражительность, забывание элементарных вещей, и доходило до того, что, спустившись с подъезда, иногда вспоминал: а не забыл ли я дверь закрыть? И возвращался. Приплыли. На качестве тренировок это тоже стало сказываться. Ощущение такое, что ты вроде и поспал, но мало, и день как-то превращается в одно единое полотно. Ну и захотелось это все изменить. Сначала прочитал книги «Здоровый сон» и «Зачем мы спим», а также смотрел видеолекции отечественных и зарубежных сомнологов. Это те люди, которые изучают сон. Ну и, конечно, проверял рекомендации на своем опыте, чем и готов поделиться. Первое – это длительность сна. Везде пишут, что качественный сон подбирается от 7 до 9 часов, иногда от 5 до 10. Мы все это слышали уже много-много раз, но почему именно так, и сколько, и как это определить? Сон делится на циклы. Один цикл – это примерно 1,5 часа. Нужно минимум 5 таких циклов для лучшего восстановления. Именно поэтому и вывели время 7,5 часов. Эти циклы повторяются, и внутри каждого есть стадии. Включая засыпание, когда мы начинаем зевать по вечерам, идеальное время начать готовиться ко сну. Дальше медленная фаза, включает в себя дремоту и глубокий сон, во время которого мы восстанавливаемся лучше всего. Происходит выработка тестостерона, обрабатывается долгосрочная память, и другие органы восстанавливаются. А затем фаза быстрого сна, во время которой мы видим сновидения и помним их под утро. Причем помним только последний свой сон. Вместе с этим происходит и обработка информации, полученной за день, и усиливается активность организма. Это один цикл, и затем все повторяется по кругу. Экспериментальным путем можете подобрать для себя то количество циклов, по 1,5 часа, сколько именно вам нужно для восстановления. Но большинству меньше 4-5 циклов лучше не экспериментировать регулярно. Мне подошло 5-6 циклов, в зависимости от нагрузок на день. Возникает вопрос, когда же лучше просыпаться, чтобы максимально восстановиться? У меня бывает, что вроде и лег не сильно поздно, но утром под будильник просыпаюсь или разбитый, или наоборот выспавшийся. Хотя поспал примерно одинаковые 7-8 часов. Оказалось, разница есть. Если будильник разбудил нас во время медленной фазы и глубокого сна, а это самое неблагоприятное время для пробуждения, то мы будем чувствовать себя разбитыми. Просыпаться нужно ближе к концу цикла, то есть на стадии быстрого сна. И это работает. Что с этим делать на практике? Есть такое правило у сомнологов 90 минут. Например, мы можем контролировать то, во сколько мы проснемся с помощью будильника. И частично можем влиять на то, когда уснем, если соблюдать все рекомендации, о которых я скажу дальше. Например, нам нужно проснуться свеженьким на работу в 6:30 утра. Тогда отсчитываем назад по 90 минут. Это один цикл сна. Нам нужно таких в идеале минимум 5, то есть 7,5 часов. Тогда заснуть нам нужно в 23:00.
Если же мы хотим поспать на цикл меньше и проснуться бодрым, тогда от 6:30 утра отнимаем 4 цикла по 90 минут, и уснуть тогда нужно уже в 12:30 ночи. Получится 6 часов сна и так далее. Не знаю как, но это работает. Так, ну а как же правильно уснуть, чтобы проспать нужное количество циклов? И самое интересное, что насчет различий сов, жаворонков и голубей? Ну, те, которые перестраиваются. А быть может, кто-то из вас узнает себя в этом персонаже. Постоянно уставший гусь. И у сомнологов я нашел четкие ответы. Был эксперимент еще в 20 веке, когда людей оставляли в одинаковых условиях закрытого пространства с искусственным освещением. Люди-совы, помещенные в те условия, могли спать в течение 10 часов и бодрствовать в течение около 20 часов. И в этом эксперименте не учитывались привычные нам 24 часа в сутки. У сов день по биологическим часам мог длиться около 30 часов. В современном мире эту роль выполняют игровые заведения, ТРЦ, ночные клубы, бары цокольных этажей, где тоже нет окон и часов. И человек в таких условиях начинает просто уже жить по внутренним биологическим часам. И циркадные ритмы смещаются. А вот жаворонки, наоборот, в эксперименте спали больше и бодрствовали меньше. Объяснялось это тем, что у каждого человека внутренние биологические часы идут с разной скоростью. У жаворонков быстрее, а у сов медленнее. Я, например, чувствую себя разбитым, когда поздно ложусь и поздно встаю. В современной жизни этот эксперимент проявляется так. У сов в 12 часов ночи, по их внутренним часам, может быть еще только 8-9 вечера. И поэтому они бодры. Но утром в 7 часов у сов на биологических часах еще только 3-4 утра. И поэтому нормально проснуться и пойти на работу, ну почти нереально. Но с этим можно кое-что сделать, расскажу дальше. А вот скажите, кто из нас не любит отсыпаться на выходных? Это же так круто и полезно, когда можно спать, восстанавливаться и никуда не спешить. Ну, по крайней мере, до очередного понедельника. Совы, да и жаворонки на выходных отсыпаются из-за бардачного режима в будние дни. Но это только усугубляет ситуацию. Потому что когда мы в будние дни просыпаемся в 6 утра, а в выходные в 10, 11, 12 часов дня, и с понедельника резко опять возвращаемся к пробуждению по будильнику в 6 утра, то это равноценно перелету на самолете в другой часовой пояс. Мы сдвигаемся сразу на 4, 5, 6 часов. И, конечно же, ходим днем разбитыми. Что делать на практике? Солнечный свет может перестраивать наши ритмы и внутренние часы немного смещать. Например, если среди недели сова будет регулярно находиться на улице в светлое время суток, выходить гулять ненадолго, а спать в темное, то часы начнут сдвигаться. Первое время перестаньте отсыпаться на выходных. Да, тяжело. Чтобы разница в будние дни была не более 1-2 часов. Да, сразу мы 1-2 дня не доспим, но теперь уже будем более уставшими и пораньше ляжем спать на следующий день. Плюс, если регулярно начнем вводить физнагрузки в утреннее или дневное время, то получится раньше заснуть и где-то через месяц мы перестроимся. По тренировкам и физактивности ее лучше не делать за пару часов до сна. В целом, напомню, что я занимаюсь силовой калистеникой, и это тренировки с собственным весом на турнике, брусьях и с отягощением. О чем и этот канал. И если будет интересно составить индивидуальный план тренировок с моей помощью, то обращайтесь в личные сообщения. Мой тренировочный стаж с 2011 года. Также я подготовил для вас электронную мини-книгу для начинающих. Там описаны практичные вещи по тренировкам, ошибки и приведены примеры плана питания. И бонусом материал по увеличению подтягиваний. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю все материалы каждому за поддержку донатом на удобную вам символическую сумму. Можем мы влиять на сон и питание? Проверено. Исключать различные стимуляторы типа кофеина, энергетиков после 14 и 15 часов дня. Но при этом жаворонки могут спокойно пить чай, кофе, в чае тоже есть кофеин, перед сном и засыпать относительно нормально и быстро.
Вечером для сов никакой жирной тяжелой пищи или с высоким содержанием сахара. За 3-4 часа до сна. Это все повышает температуру тела для переваривания, а вечером она должна, наоборот, понижаться при отходе ко сну. На ночь перекусывать можно грецкие орехи, зеленые листовые овощи, рыбу. Они создают серотонин, который улучшает качество сна. И молочная продукция типа молоко, кефир, ряженка, творог тоже плохого для сна не сделают. Они связаны с выделением триптофана. Подойдет для тех, кто их нормально переваривает, и желательно домашняя молочка. С моими нарушениями сна все было следствием именно поздних отходов ко сну. Также редко выходил на улицу в дневное время и стирались границы между работой за компьютером и отдыхом. Как только это налаживается, по рекомендациям, которые я рассказал, то и чувствуешь себя уже более свежим и полным энергии. Но мы не роботы. И это нормально. Когда сбиваемся с режима, то мне тоже далеко не всегда удается регулярно все выполнять. У кого-то маленькие дети, кто-то работает на тяжелой физической работе, и каждый по-своему может подбирать, как в его ситуации это применять. Но организм точно нам этого не простит, если мы будем долгое время жертвовать сном. А какие у вас проблемы со сном? Кстати, я размещу расширенную версию этого сюжета с нераскрытыми вопросами в телеграм-канале Владарович. Заглядывайте под видео. А сейчас подписывайся, жми лайк и выбирай плейлист на экране и смотри другое полезное видео. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Автор сюжета Владарович.